Представители знака зодиака Телец. Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 23 по 29 октября. Давайте узнаем подсказки карт. Будем, конечно, мы реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, какие-то подсказки карты нам все же дадут. Или какую-то ситуацию вы сможете просчитать на пару шагов вперед. И первая карта у нас будет главное событие недели или... Что для вас будет актуально наиболее на неделе, чем придется вам заниматься, мои дорогие тельцы? Каковы, может быть, события, которые будут на повестке дня наиболее актуальны? Неожиданное событие на неделе. Чему сейчас не время, достанем такую карту, или что может помешать? А что будет помогать? Что скрыто? Достанем такую карту. Может быть, мы чему-то не придаем значения. И по основным сферам жизни: дело, работа, бизнес. Что по финансам? Какова энергия денег на неделе? Что в личной жизни? И мы достанем еще карту совет, подытожим наш расклад. Итак, главное событие или чему придется уделять внимание? Вот так, рыцарь мечей. Хладнокровие, выдержка, умение видеть по факту, много новостей. Обстановка может быть для вас, так темновато, непонятная. Но по этой карте мы, кстати, можем столкнуться с людьми, которые с нами пытаются спорить, нам что-то доказывать. Может быть, и вот такие персонажи, которые обладают сложным характером, с которыми невозможно договориться. Они либо меняют мнение очень быстро, либо они сами не знают, что хотят. Буквально и такие люди тоже проходят. Есть такое значение, проходит опять же по этой карте, пусть в другой колоде, но очень хорошо характеризует карту в целом. Бунтарь без причины. Вот как раз с такими подобными, которые нам пытаются навязать свое мнение или начинают что-то доказывать. Или вот не делай так, а делай эдак. Вот такое у нас может быть. Поэтому дважды по этой карте будет хорошо, если мы будем очень хладнокровны в течение недели. Может быть, обстоятельства, в которых вы находитесь, и где-то вас вынуждают эмоционально на что-то не реагировать. Здесь нет никаких эмоций. Но есть тот момент, посмотрите, карта все-таки темноватая. Поэтому как будто мы не знаем, как разовьются события, что нас ждет впереди. Может быть, такая обстановка сама по себе, когда что-то не запланируешь на будущее. Вот не расставишь что-то по местам, мои дорогие. Поэтому планировать как будто нужно, но быть готовым в любой момент этот план подкорректировать. Вот где-то есть такой момент. И уж точно, если даже мы сталкиваемся с какими-то новостями, но не воспринимать их остро, понимаете, остро душевно, остро эмоционально. Неожиданности. Есть, может быть, та ситуация, тройка мечей, она, кстати, нам о чем говорит? Это не теперь, это то, что случилось, может быть, днями раньше, может быть, неделями. У кого-то с учетом, это же у нас еще идет неделя как раз, которая в коридоре затмений по 28 число, и это как раз 28 октября, это лунное затмение, мои дорогие, в вашем знаке, и возврат какой-то прошлой ситуации. И по карте тройка мечей это как раз и есть прошлая ситуация. Что-то, с одной стороны, не ново, но словно либо обостряется, либо какой-то вопрос снова о себе напоминает. Нам, может быть, нужно принять окончательное решение. Хотя окончательное решение, мои дорогие тельцы, принять практически невозможно. Потому что в вашем знаке зодиака еще будет Юпитер и Уран до конца года. Вот какая-то, может быть, нудная ситуация или даже вам знакомая, она будет периодически выползать, словно и о себе напоминать. Вот, наверное, спокойно смотреть на обстоятельства жизни, потому что мы это не можем изменить. Здесь нельзя благодушествовать вот в этом плане, чтобы как какое-то разочарование не обновить заново. Будьте в своих энергиях. Давайте мы спросим, чему сейчас не время? По тузу жезлов это карта удачи. Надеяться где-то на удачу. Это его величество случай, это какой-то инсайт. По этой карте прекрасно что-то начинать. Это какие-то возможности.
Но вот, видимо, есть у вас эти и возможности, есть какой-то и прогресс, но, видимо, не на этой неделе брать старт куда-то. Или откликаться, может быть, на что-то, на какое-то заманчивое, к примеру, предложение. Потому что больше холода. Сейчас не до огня, но и определенно не до импульса. Здесь нужно что-то просчитать, мои дорогие, с собой не рисковать, быть аккуратным. Искусство мелких шагов, это точно. Почему-то для вас, мои дорогие тельцы, может быть, это связано где-то с лунным затмением. И по луне затмение – это тысячи неопределенностей. И, кстати, по луне иногда что проигрывается. Это не описано конкретно. Это когда мы должны избегать толпы. И если толпа бежит в одну сторону, нам как будто совершенно противоположную. Потому что мы должны контролировать ситуацию. А когда... Это, к слову, про лунное затмение. Это, правда, может вот такие обстоятельства жизни проиграться. А когда толпа, нас несет толпа, вот есть даже фраза такая, мы как будто сдавлены, ограничены в своих возможностях, вот этого быть не должно. И, увы, по Луне еще с лунным затмением может проигрываться что-то такое, когда мы в чем-то уверены, и как, например, в деле в каком-то, что мы его точно решим, или мы уверены сами в себе, в своих силах, мы чувствуем себя, в хорошей физической форме, к примеру, и мы даже не допускаем какого-то подвоха, что что-то может пойти не так. И я к чему клоню? Иногда по Луне проигрываются травмы. Вот это вообще нигде не прописано. С учетом еще вот лунного затмения, мои дорогие, и вот этих двух карт определенная осторожность в течение всей недели. И никакого импульса вам будут помогать. Вот карта, что нам помогает конкретно. А по рыцарю кубков, вот, кстати, медленный рыцарь, он никуда не торопится. Нам будут помогать приятная эмоция. Тем не менее, не все так мрачно. Помогать, может быть, наши близкие будут. Какой-то конкретный человек может в вашей жизни как появиться, например, который был готов прийти бы к вам на помощь, или который вас поддерживает в вашем начинании, или само по себе ваше хорошее настроение. Значит, вы, тельцы, молодцы. Держите марку вы как положено. Наверное, оптимизма как раз добавляет хорошее настроение, потому что обстановка даже вокруг вас может быть такая мутно непонятная или где-то даже с фейками. Я бы сказала, позитивное отношение к жизни нам будет точно помогать. Давайте мы узнаем, что же скрыто. А правда, мы не должны себе навредить. По 4 мечей я складываю оружие. Вот, я ни с кем не спорю, не ссорюсь, не увеличиваю дистанцию, но и не откликаюсь на предложения. Я не удовлетворяю чужие интересы. Здесь на первый план у кого-то может выйти даже здоровье. Иногда это из-за усталости. Карта говорит, что если хроническая усталость, увы, иммунитет падает, и нас какое-то недомогание может уложить в постель. Но карта сама по себе нам говорит, что не рискуй собой, чтобы потом нас что-то не сложило буквально. Не торопись что-то осуществлять, ведь эта карта привести мысли в порядок. Сама по себе обстановка такова, что сейчас на этой неделе определиться, понять, что же есть, что происходит, будет как будто невозможно. Но отследить по деталям или то, что уже произошло, хладнокровно проанализировать и увидеть свое место или свои функции, или какое-то продолжение наперед, как будто просчитать что-то нужно. Это 4, а любая 4 – это база, уверенность. Так вот, вы будете уверены, стабильны и надежны. Может быть, как раз находясь в тех энергиях, когда не будете что-то куда-то торопиться, или что-то в спешке осуществлять, или начинать какой-то новый проект, или поддаться импульсу, чтобы нас кто-то либо уговорил, либо, вот как по рыцарю мечей, словно увел с дороги истины. Будьте на своей волне, мои дорогие тельцы. Дела, работа, бизнес. Паж Пентаклей. Вопросы, связанные с детьми, могут как раз проиграться. Может быть, одновременно и с финансами, у кого-то с внуками, у кого-то это может быть, знаете, как новые способы заработка, но тут как будто идет своим чередом. Нам карта еще говорит о том, что
есть элемент новизны. У кого-то это может совпасть с тем, что, к примеру, меняется либо руководство, либо меняется порядок, либо меняется график работы, либо какой-то документ, может быть, новая форма отчета, или, ну вот что-то с элементом, как будто новизны нам нужно сделать, а может быть и переделать, потому что опять же что-то изменилось. Либо вы сами будете что-то планировать наперед с учетом туза, жезлов и каких-то открывшихся возможностей, но тогда вот с сочетаниями этих двух карт вы не захотите собой рисковать. У кого-то это дела, работа, бизнес. По деньгам может проиграться. И мне вместо быстрого какого-то эффекта я лучше какую-то траекторию себе проложу. Как будто пусть у меня будет чуть медленней, но зато более надежно. Вот где-то в этом ракурсе вы какие-либо дела тоже можете решать. Вот такие спокойные энергии, они вам как будто больше помогают и деньги заработать, должности получить. Ну и вообще для вашего прогресса это будет в плюс. Давайте мы посмотрим, что же у нас по финансам. По 8 жезлов мы как будто должны на что-то откликнуться. Это какая-то новость может приходить. А нам карты говорят, эту новость как минимум надвое подели. Тут нужно продумать какую-то стратегию, может быть, и тактику, прежде чем думать, что это есть на самом деле. Или, может быть, и правда, это та информация, когда нам кажется, мы должны действовать быстро. А у нас, посмотрите, даже туз жезлов, как вот, допустим, приходит информация, и мы приходим, принимаем какое-то решение или вот вывод какой-то делаем. И вроде бы как стартовать куда-то нужно, да, или откликнуться нужно. Вот нам про финансы как раз карта говорит. Но у нас туз жезлов, чему сейчас не время. Поэтому либо может что-то измениться, либо продолжится какая-то прежняя ситуация, обстоятельства развиваться, они нас, увы, могут не радовать, но это не значит, что мы сейчас от этого отталкиваемся и что-то пытаемся изменять. Тут, правда, с лунным затмением, мои дорогие тельцы, ну, где-то еще 1000 неопределенностей. Но, тем не менее, по 8 жезлов как мы говорим, откликнуться. Но это в плане откликнуться, если мы ищем какую-то конкретную информацию. Или наш отклик, он подразумевает, что мы, допустим, кому-то сделали звонок или пошли уточнять эту самую информацию, то есть предполагать альтернативные варианты развития событий, как будто определенно стоит. Но обещание кому-то давать, у нас по деньгам это выпадает карта, определенно нет. Личная жизнь. Прекрасная карта прогресса. У кого-то это переезд, у кого-то переезд с семьей, у кого-то это могут быть честолюбивые амбиции. Это тоже может проигрываться, кстати. Это когда у нас все под контролем. Видимо, в целом для вас, мои дорогие тельцы, если находиться вот в таких энергиях, я перечислила, да, чему время, чему не время, мы сохраним наш собственный статус, мы будем контролировать даже если ситуация похожа на камни с неба, и наш прогресс ничто не отменит. У кого-то из вас это может быть переезд, знаете, либо к вашему партнеру, либо какая-то поездка, которую вы, может быть, и планировали, но здесь как будто что-то ускоряться может. Или вы, может быть, собирались в одну местность, а тут вы передумаете и поедете в другое место. Или будете рассматривать, как минимум. Мы же не говорим о перемещении именно на этой неделе, но альтернативные варианты вы как раз будете рассматривать. И по 3 жезлов у нас ведь человек, он не запрыгнул еще на корабль, нет как таковых действиях. Действия его, он словно прицеливается, в каком направлении я поеду и на каком корабле. Вот какая-то такая прогрессивная тактика для вас будет не просто со знаком плюс, и может быть и по личной жизни у кого-то в отношениях. Немножко, ну, попытаться просчитать то или иное событие, или, может быть, это касается людей. Будет ли мне полезен человек, правда, или какое-то сотрудничество, тоже на пару шагов вперед. В течение недели сохранять свои позиции и даже в быстро изменяющихся событиях и мире строить, тем не менее, планы на будущее. Но пока еще не осуществляем. Карта совет, колесо фортуны. Но вот, наверное, поэтому не осуществляем. Что-то будет меняться помимо вашей воли. По этой карте могут быть вообще те события, которые мы не ждем, а они переворачивают нашу жизнь, планы.
и заставляют действовать как-то по-другому. Поэтому если вы где-то находитесь в такой обстановке или события, новости, информация приходит, когда вроде бы нужно действовать, вы знаете, вполне вероятно и придется действовать. У вас как будто, смотрите, есть то, что не требует нашей спешки. Но с другой стороны, приходит как будто извне или события так вынуждают, обстоятельства вынуждают быстро откликаться на что-то и реагировать. Но вот мы как будто и опоздать куда-то не должны, но и поспешить-то тоже. А вот что это будет, тут у каждого будет по-своему. Самое главное, мои дорогие тельцы, что вы все контролируете. И вы больше будете очень рационально настроены на то, чтобы ваш сегодняшний статус, ваше финансовое положение как раз не подверглось каким-то изменениям. И, видимо, где-то в этих областях, как все то, что касается вашего благополучия в целом. Это может быть как и вопросы дома, вопросы жилища, у кого-то вопросы семьи. Здесь посмотрите, насколько разноликие, разношерстные карты вам выпали. А в довершении еще и колесо фортуны. Нам как будто говорят, это вот не только закручивается какая-то спираль, а в дальнейшем еще будет продолжение. И держи руку на пульсе, тебя ничто не должно застать врасплох, телец. Вот так. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы и любимы всегда.